Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. В прошлом году я столкнулась с такой проблемой, как вершинная гниль томатов. Это такое очень тяжелое заболевание. Каждые 2 дня я выносила в мусорные баки 1,5-2 ведра помидоров. В результате нет консервации, нет томатного сока, нет свежих томатов на еду. И это очень обидно, потому что я высаживала рассаду сама с зимы, ухаживала за ней, чтобы вырастить свои помидоры. Но в результате, когда я начала искать причину заболевания в интернете, то помидоры уже спасти невозможно. Если они заболели, их спасти невозможно. Поэтому в этом году, чтобы опять не столкнуться с этой проблемой, я решила сделать профилактику томатов, чтобы опять не появилась вершинная гниль. От чего бывает вершинная гниль? Первая причина – от недополива растения, когда завязываются плоды. Растениям не хватает влаги, и они тянут эту влагу из завязей начинающихся плодов. Поэтому клетки плодов отмирают, и на томатах образуется вершинная гниль. Вторая причина – это недостаток кальция в грунте. Профилактировать вершинную гниль я буду кальциевой селитрой, чтобы добавить в грунт кальций. Кальциевая селитра – это минеральное удобрение, в котором 19% кальция, 13% азота. Разбавляем удобрение столовая ложка с горкой на 10 литров воды и размешиваем. Удобрение очень хорошо растворяется, это легко растворимое удобрение. Размешиваем до полного растворения. Первая подкормка томатов кальциевой селитрой нужно через неделю после высадки в грунт под корень. Вот вы высадили растение, оно немножко приболело, пожелтели листики. Через недельку отошло, начало зеленеть, появляться новые листики. Вот в это время должна быть первая подкормка под корень. Вот уже растворилось удобрение. Сейчас будем проливать наши томаты. Примерно 0,5 литра под растение. Вторая подкормка по листу, когда появятся цветочки. Для второй подкормки чайная ложечка без верха на 10 литров воды. Это удобрение разбавляется по листу. Высокой концентрации удобрения не нужно, так как можем пожечь листья. Полив удобрениями всегда делайте в вечернее время, потому что днем сейчас очень жарко, идет сильное испарение влаги. Если пролить удобрение в вечернее время, за ночь температура воздуха остывает, нет сильного испарения влаги, и растение успевает насытиться удобрением и получить свою дозу питательных веществ. И всегда проливайте растения удобрением по влажному грунту, чтобы не пожечь корневую систему. И проливаем удобрением по листу. Кто не успел сделать первую подкормку под корень, 2 подкормки можно совместить. Первую и вторую, так как делаю сейчас я, потому что первую подкормку я пропустила из-за дождей. Сильно долго шли дожди. Грунт был переувлажнен, в огород не влезть, поэтому делаю подкормку в один день и под корень, и по листу. Третья подкормка тоже по листу, но когда появятся небольшие плоды, это будет третья подкормка. И огородники рекомендуют подкормку по листу делать каждые 8-10 дней, но я этого делать не буду. Я сделаю только 3 подкормки и на этом прекращу
прекращу подкармливать, так как кальций способствует накоплению нитратов в плодах. Поэтому, чтобы не есть томаты с нитратами, все-таки это для себя, для своей семьи, я сделаю всего лишь 3 подкормки. И на этом прекращу какие-либо действия. Вершинной гнилью могут болеть и перцы. Точно такую же обработку нужно проводить и перцем. На этом все. Пусть ваши томатики, перчики не болеют, приносят плоды. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.